Вы владелец мультибитного ЦАПа на чипе AD1865. Вы ищете тот самый натуральный и живой звук, наслаждаетесь CD-качеством, но Стоит вам запустить Hi-Res файл 24 бита на 192 кГц или другой, как вы слышите тишину или цифровой шум. Этот сбой синхронизации – бич для всех, кто стремится к максимальной музыкальности. Но как избежать этого конфликта эпох и заставить ваш винтажный ЦАП играть современный Hi-Res с высоким качеством? Сегодня мы разберем два простых способа заставить старые добрые камни работать с новыми форматами. Мы сравним их с точки зрения техники и, конечно, звучания, чтобы вы осознанно шли к вашему идеальному звуку. Не переключайтесь, будет много технической правды. Приветствую, друзья! С вами Эмилия. А я Алекс. С вами, как всегда, глубокий, инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Алекс, прежде чем мы погрузимся в технические проблемы, давай быстро напомним нашим зрителям, что такое мультибит и какие чипы считаются легендарными. Ты вот упомянул AD1865. С удовольствием. AD1865 — это жемчужина. Технология 90-х, классический резисторный мультибитный ЦАП на 18 бит, который любят за его прозрачный, быстрый и детальный звук. И, что важно, он до сих пор официально производится Analog Devices. Да, это любопытно. Технология 30-летней давности, которая все еще Active Product. А как он соотносится с другими легендами, например, с TDA-1541? TDA-1541 от Philips — это более ранняя эпоха, середина 80-х, 16 бит. Это чистая классика, давно снятая с производства, но очень ценимая за теплый, плотный, очень аналоговый характер. А как насчет PCM63? Он тоже частый гость в high-end аппаратуре. PCM63 — это 20-битный инженерный монстр от Burr Brown. Это чип про максимальную точность и контроль, со сложной внутренней коррекцией линейности. PCM63 был типичен для классических high-end плееров, рассчитанных под внешний цифровой фильтр. Резюмируем. TDA-1541 – винтажная теплота, PCM63 – студийная точность, а AD-1865 – это минимализм, натуральность и современный фаворит NOS-сообщества. Отлично. Теперь к проблеме. Алекс, почему наш любимый мультибит так избирателен к частоте? Современные дельта-сигма-чипы ведь едят все подряд, вплоть до DSD-1024. Дело в архитектуре. Чипы эры золотого аудио, как мы уже сказали, создавались под стандарт Redbook CD 16 бит 44,1 кГц. В режиме NOS (Non-Oversampling) мы подаем данные напрямую на матрицу резисторов. То есть, если мы подаем 192 кГц на чип, рассчитанный максимум на 48 кГц, он просто не сможет синхронизироваться с сигналом? Скажем точнее, чип не может корректно обработать поток выше своего предела частоты дискретизации. Это главное цифровое ограничение. Старые чипы, их входные приемники и логика, рассчитанные на 44,1-48 кГц, поток 96 или 192 кГц просто не распознают. Период отсчета при 192 кГц всего 5,2 микросекунды. Этого времени может быть недостаточно даже для физической стабилизации выходных токов Settling Time R2R матрицы. А с разрядностью? Hi-Res 24 бита, а наши чипы 16, 18 или 20. Верно.
Конфликт возникает на уровне цифрового интерфейса, цифровая логика плюс регистры и частоты дискретизации. Лишние биты нужно корректно сжать перед подачей. Если их просто отсечь без дизеринга, дидеринг, возникнут артефакты квантования. А оставить как есть нельзя, регистр ЦАПа физически не принимает 24 бита. Получается конфликт эпох. Но мы знаем, что решение есть. Давай перейдем к первому, самому популярному способу. Итак, способ номер 1 – inline или обработка на лету. Это то, чем пользуется большинство слушателей. Суть. HRS-файл лежит на диске, а плеер или драйвер звуковой карты перед отправкой на ЦАП делает ресэмплинг, превращая его в понятный для устройства формат, например, 44,1 кГц. Это очень удобно. Нажал play, и музыка играет. В чем цена такого удобства? Цена — это компромисс в качестве. Ресэмплинг — сложнейшая математическая задача. Нужно пересчитать миллионы точек волны за доли секунды и применить цифровой фильтр, чтобы убрать алиасинг, паразитные зеркальные частоты. Также более длинный FIR-фильтр увеличивает задержку реакции звука на поворот ручек проигрывателя. И все это делает центральный процессор нашего компьютера в момент прослушивания. Верно. И здесь возникают две проблемы. Первая — программная. Ресэмплеры реального времени вынуждены использовать упрощенные алгоритмы. Они часто используют короткие фильтры, которые менее требовательны к ресурсам, но могут искажать фазовую целостность сигнала, что влияет на атаку звука. Всегда ли нужно использовать упрощенные фильтры? Нет, конечно. Можно использовать и сложные алгоритмы, похожие на используемые в оффлайн-конвертации. Но это потребует очень мощный компьютер, иногда с дополнительными вычислителями, вроде GPU, видеокарт, если программа аудиоплеера имеет возможность проводить такие обработки. А вторая проблема? Вторая — аппаратная. Когда процессор нагружен математикой, он потребляет высокий ток, повышенный уровень колебаний импульсов тока на шинах питания ЦПУ. Это усиливает высокочастотные помехи на шинах питания материнской платы. А поскольку наш ЦАП часто подключен по USB, То вся эта электрическая грязь летит прямо в чувствительный аналоговый тракт аудиосистемы? Совершенно верно. Мы называем это шумом. Компьютер потеет, в кавычках, стараясь пересчитать файл, и этот пот в виде джиттера и помех просачивается в звук. Подробнее о том, насколько и когда опасен джиттер, мы говорили в видео, ссылка в описании. Но давай будем честны. Для фонового прослушивания или для стриминга это вполне рабочий вариант. Абсолютно. Если ваша цель сразу прослушать материал, инлайн-метод удобен. Но если мы говорим о концепции high-end, о стремлении к абсолютному максимуму, нам нужно попробовать и кое-что другое. И тут мы переходим ко второму способу – оффлайн-конвертация. Метод для перфекционистов. В чем его философия? Философия проста. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как говорит Юрий Корзунов, создатель оффлайн-аудиоконвертера AUI Converter, правильный конвертер должен конвертировать так, как будто и нет никакого конвертера. Аудиоконвертер должен быть максимально прозрачен для музыки. Мы берем наши high-res-файлы и заранее в спокойной обстановке конвертируем их в формат родной для нашего ЦАПа. Например, в 16 бит на 44,1 кГц. Многие сейчас скажут, зачем я качал гигабайты Hi-Res, чтобы потом самому делать из них CD-качество. Это же downgrade. Это самое большое заблуждение. Грамотный даунсэмплинг — это не ухудшение, это адаптация. Студийный мастер-файл содержит полную информацию. Наша задача — упаковать эту информацию в 16 бит так, чтобы постараться максимально сохранить суть. Здесь мы должны упомянуть инструменты, ведь простенький конвертер может сделать это достаточно грубо. Абсолютно. Точность конвертации зависит от алгоритмов. Такой конвертер может просто отбросить лишние биты, это называется транкейт, и достаточно упрощенно интерполировать звук на новой частоте дискретизации. Появятся дополнительные искажения. Например, алиасы и коррелированные гармонические искажения. Профессиональный подход, который, например, реализован в AUI-конвертер, подразумевает использование совсем другой, более точной математики. В чем разница?
Почему специализированный софт может быть лучше ресэмплера в плеере? У оффлайн-конвертера нет лимита времени. Программа может потратить 10 минут, или даже преувеличим час, на обработку 3-минутного трека, используя вычисления с плавающей точкой огромной точности — 64-бит float. В офлайн можно использовать длинные линейно-фазовые фильтры, которые обеспечивают идеальную фазовую характеристику и очень точное восстановление исходного сигнала. А что насчет битности? Ты говорил про 18 бит у чипа AD1865. Это критический момент. Если мы просто подаем 24 бита на 18-битный ЦАП, можем упустить тихие звуки, послезвучие, атмосферу зала. В офлайн-режиме мы применяем технологию дезеринг. И в аудио 18-бит нестандартные значения, поэтому можно использовать и 16-битные файлы для проигрывания на таком ЦАП. Для понижения до 16 бит у Audio File Inventory такая технология называется Alpha-D. Давай объясним дизеринг простыми словами. Представь, что тебе нужно напечатать черно-белую фотографию, используя только черные и белые точки, без серого. Дезеринг — это хитрое расположение этих точек, которые глаз воспринимает как плавные переходы серого. В аудио мы добавляем специальный едва слышимый шум, который помогает лучше слышать детали, находящиеся около порога 16 бита. То есть файл 1644, сделанный из Hi-Res с правильным дезерингом и даунсэмплингом, будет звучать на мультибитном ЦАПе лучше, чем если бы мы пытались слушать Hi-Res через алгоритмы реального времени? Таких гарантий, конечно же, нет. Реальную пользу нужно проверять на практике и именно на вашей системе. И самое главное, при воспроизведении такого файла компьютер отдыхает, ЦП немного загружен. помех меньше, джиттер может уменьшиться, и цифроаналоговый преобразователь спокойно работает в своем родном комфортном режиме CD-разрешения. Подробнее о технологиях офлайн-конвертации аудио можете почитать по ссылкам в описании. А как же сделать даунсэмплинг на практике? По шагам. Запускаешь программу, открываешь файл, выбираешь папку, куда конвертировать, нажимаешь кнопку «Старт», берешь конвертированные файлы и играешь на плеере в режиме Beat Perfect. Все? А какие настройки конвертации нужны, чтобы звук был лучше? Зависит от программы аудиоконвертера. Например, в AUI конвертер разработчики предлагают оптимизированный режим с линейными фильтрами по умолчанию, как наиболее оптимальный для всех применений. Но если хочется поэкспериментировать, то есть и более традиционные неоптимизированные фильтры, или даже транспонирующий фильтр из 440 в 432 Гц. А чем отличается оптимизированный и оптимизированный G5? Если не нырять глубоко, оптимизированный G5 несколько лучше по качеству, чем просто оптимизированный. G5 гораздо медленнее работает и рекомендуется для профессиональной работы. Инструкцию по оптимизации аудиофайлов для ЦАП и о даунсэмплинге можно почитать по ссылкам в описании. Давай резюмируем. У нас есть два пути. Inline — для быстрого доступа к музыке, офлайн — для ищущих идеал. Я бы сказала так. Inline, Real-Time Processing, плюсы – мгновенный доступ к библиотеке, экономия места. Минусы – могут быть компромиссные фильтры из-за нехватки мощности ПК, риск дополнительных искажений, артефактов. При высоком числе каналов апсамплинг до DSD 256 очень длинные фильтры, вычислительные ресурсы могут стать узким местом. Real-time processing может давать артефакты и при перегрузке CPU, dropout, щелчки, тишина, прерывистость звука. А второй путь? Оффлайн при конверсии. Плюсы. Практически неограниченное стремление к максимальному качеству, минимальная нагрузка при воспроизведении. Минусы – требуется время на обработку и место на диске. А какой сценарий, ты думаешь, будет лучше для любой high-end системы? Я думаю, можно комбинировать. Если ты просто слушаешь новинки в аудиостриминге, придется использовать инлайн через ASIO-драйвер на ЦАП. Но те альбомы, которые лежат на диске, желательно конвертировать в формат, оптимизированный под твой ЦАП.
подобрав настройки, например, под свой слух. И что же можно сделать? В ключе нашей темы, когда мы делаем даунсэмплинг до 44,1 кГц 16 бит, крайне желателен дithering. Например, его интенсивность и влияние на звук регулируются в настройках AUI-конвертера. Выбор фильтра тоже важен для качества децимации, даже при ограниченной полосе аудиосигнала. Это интересный момент. Получается, оффлайн-конвертация позволяет нам творческий контроль. Абсолютно. Это как проявка пленки. Ты сам решаешь, каким будет конечный результат, без особой оглядки на мощность компьютера. Что ж, друзья, вывод напрашивается сам собой. Не бойтесь ограничений вашего винтажного ЦАПа. Эти ограничения не обязательно приведут к худшему звуку, чем высокое разрешение аудио. Не гонитесь слепо за цифрами 192 или 384 кГц. Качественно приготовленный файл 44.1 на хорошем мультибите эмоционально может переиграть любой хайрес на посредственной аппаратуре. Главное — это вдумчивый подход. В описании мы оставим ссылки на полезные материалы по теме. Подробнее о технологиях конвертации аудиофайлов почитайте по ссылкам в описании к видео. С вами были Эмилия и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory. Ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своими мыслями и опытом по теме ролика в комментариях. Напишите, пробовали ли вы ЦАПы на AD1865 или других подобных чипах? Слышите ли вы разницу с современными устройствами? Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.